Значит так. Игровой Lenovo R9000P с процессором AMD R9, чего там, 8945HX и видяхой, какая там видяха, NVIDIA 5070, так, 5070. Слушай, опять херней страдаешь? Снимал бы ты лучше дальше обзоры на смартфоны, чем на эти клавиатурные кирпичи. У тебя же в конце концов канал-то про смартфоны, у тебя никто эти обзоры смотреть не будет. С чего ты взял, что у меня канал чисто про смартфоны? А что если снять обзор этого Легиона на смартфоны? Можно же сравнить Vivas, допустим, да, X200 Ultra и Oppo X8 Ultra в логарифме. Многие же просили. Выходит, даже не 2, а 3 зайцев одним обзором закроешь. Во-во-во, люди не для того за $1500 смартфоны покупают, чтобы свой дворик кусты, снимать, в конце концов. Хотя, может, и нет, конечно. А для тебя идейка классная, я тебе говорил. Так, во-первых, и без вас справлюсь. Во-вторых, это моя идея снимать обзоры ноутбуков на смартфоны. В-третьих, прямо сейчас я прямо этим и занимаюсь. Задний вид у меня снимает Vivo X200 Ultra, а вот этот грозный вид снимает Oppo X8 Ultra и, конечно же, в логарифме. И так как я настоящий, а вы придуманные, проваливайте. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты на Китай посмотришь и про технику узнаешь. 2 года назад я уже тестировал игровой Lenovo Y9000P, и тогда меня реально впечатлила его производительность. Но все остальное в том ноутбуке радовало меня примерно как пятница, выпавшая на понедельник. Однако даже лениво учится на своих ошибках, и новый R9000P оказался куда приятнее. Ноутбук на обзор предоставил один из заказчиков моего магазина XFC Store. И вы также можете заказать у нас не только смартфоны, ноутбуки и прочую технику, но и вообще практически все, что угодно. От контейнера носков до промышленных станков. Оптовые заказы сюда, розничные сюда. Первым делом я решил заглянуть вовнутрь. Для этого нужно выкрутить 10 шурупов. В отличие от ThinkPad'ов, они тут не держатся в крышке. Шанс потерять парочку, как есть пельмени палочками. Выше веселей для рискованных парней. Снять крышку без следов вторжения оказалось немного сложнее, чем поднять мыло в публичной бане. Оптимальным решением оказалось поддеть нижнюю крышку заднего торца у края, и дальше, когда угловые защелки отстегнутся, уже продолжать по накатанной. Ну и не забывайте перед любыми процедурами обесточивать систему, чтобы ничего не закоротить. Коннектор аккумулятора прямо на видном месте, точно не пропустите. И делать все это нужно исключительно пластиковым инструментом. Металлической отверткой ноутбук разбирать все равно, что ножовкой зубы чистить. Внутри сразу видим интересности. 3 кулера системы охлаждения, дополнительные радиаторы у цепей питания, а снизу еще и стильная черная накладка, дополнительный уровень защиты, прикрученный еще 8 винтами, 7 из которых никуда не денутся, а 8 держит кулер. И его питание стоит оценить перед тем, как снимать эту самую накладку. Здесь сразу открывается вид на второй слот под SSD, который я во время съемки просто проглядел и поэтому дополнительно не снял. А рядом с кулером Wi-Fi карта от Mediatek. Говорят, что интеловские Wi-Fi карты круче, чем медиатековские. Знаете чем? Чем медиатековские. При этом Lenovo спокойно приняла 500 гигабайт данных по воздуху за один присест, удерживая скорость в 1 гигабит в секунду на протяжении более часа. Это 120 мегабайт в секунду, даже не захлебнувшись. Чтобы Wi-Fi модуль при таких нагрузках не задымился, его предусмотрительно расположили рядом с кулером. Продуманность. Заказчик просил меня проапгрейдить ему Asus 32 гигабайт, поставляемых с завода 2 одноранговыми плашками по 16 гигабайт DDR5 5600 производства Samsung, до 64 гигабайт 2 двухранговыми плашками по 32 гигабайта Crucial, тоже DDR5 5600. А вот родной SSD на 2 терабайта от Samsung серии MZ VMA достаточно быстрый, менять его смысла нет, лучше просто добавить памяти установкой еще одного SSD во второй слот. Я еще хотел выяснить TLC, QLC или MLC этот комплектный Samsung, но, к сожалению, по маркировке ничего в интернете найти не удалось. Скорее всего, какой-то китайский эксклюзивчик. А вот результаты тестов. Это в обычном режиме из коробки, а вот потом я переключил в реальный режим для реальных парней и получил совсем другие цифры. Что все это значит, вам видней. Кстати, когда подключал разъем кулера, обнаружил, что плата прилично прогибается. Возможно, это плюс и потенциально сможет предотвратить появление микротрещин в плате, если регулярно бросать ноутбук в рюкзак или на диван небрежно. Но эту теорию проверять лично я, конечно же, не стал. Неприятно удивил аккумулятор. Учитывая аппетиты железа, 80 Вт-часов — это довольно позорно. Даже на одну киношку в 1,5 часа такого объема может не хватить. Я проверял, запустив Star Trek, и даже в экономном режиме винда вангует максимум час с лишним. Вообще слабая автономность игровых ноутбуков — это типа нормально, но когда даже тихий режим не позволяет задушить железо до такой, значит, степени, чтобы можно было хотя бы один фильмец посмотреть, ну ноутбук же, ну хотя бы один фильмец в дороге,
Я не знаю, ну просто судя по тому, что из года в год игровые ноутбуки по этому параметру не прогрессируют, аудитория, видимо, и так хавает. Ну, раз всем ок, то что я буду бугуртить, правильно? Кстати, зарядить по USB этот ноут не получится, я проверял. Однако мне удалось обнаружить одну странную хитрость. Если вставить повербанк при отключенном питании, то, как я уже сказал, ничего не произойдет. Порт просто определяет протокол подключения, индикация показывает вольтаж, но питание из повербанка не идет ни на один из двух USB-C портов. Но если держать повербанк подключенным к дальнему USB-C порту, который ближе к HDMI разъему, а потом подключить и снова отключить блок питания, то ноутбук начнет питаться от повербанка, потребляя 2-3 ампера при 20 вольтах, то есть 40-60 ватт. При этом, хоть у ноутбука и горит оранжевая индикация зарядки, сама винда не признает этот мухлёж зарядкой. Но это работает. Жаль, что этот мухлёж совершенно бесполезен, так как для того, чтобы завести ноутбук с толкача, все равно понадобится блок питания. А вот сам этот блок питания на 300 ватт выглядит так, будто им можно заряжать электропоезд. Таскать с собой эту электростанцию заказчику показалось слишком скучным развлечением, и мы докупили ему еще галлий-нитридный блок питания, с которым в рюкзаке уже реально ходить пешком. Еще раз привет, меня зовут Марк. Если ты досмотрел ролик до этого места, скорее всего тебе нравится то, что ты видишь. И поэтому я прошу тебя поддержать мой ролик лайком, подпиской, комментарием, так, чтобы его увидело больше людей. Еще раз спасибо, и мы продолжаем. Звук здесь издают 4 динамика, 2 пищалки в петле, а 2 на демпферах низкочастотные. И звучит Lenovo довольно неплохо, что меня удивило. Да, конечно, по громкости и сочности до Apple еще далеко, но это уже далеко не уровень переделок, как принято в мире Windows ноутбуков. Собирая железку, не забудьте вставить все шлейфы и коннекторы обратно. А вообще в идеале проверьте, запускается ли он перед тем, как все закручивать. Кстати, металлические днища и крышка экрана очень охотно собирают отпечатки пальцев. Более охотно, чем пластиковый корпус основной части ноутбука, который выполнен достаточно прочно, чтобы не прогибаться при надавливании. И это добавляет ощущение монолитности и надежности. ThinkPad T14P из прошлого обзора прогибался чуть больше. После запуска я прогнал всякие тесты, в том числе и родной тест от Lenovo. Все тесты память прошла без каких-либо проблем, и затем я принялся за калибровку экрана. Здесь у нас 16-дюймовая 10-битная матрица. И несмотря на то, что цветовой охват не дотягивает даже до 100% sRGB, сама цветопередача после калибровки изменилась не сильно, что радует глаз. Вот посмотрите, я включаю и выключаю профиль калибровки. Изменения минимальные. Стоп, но зачем здесь 10 бит, если цветовой охват такой низкий, спросите вы? Правильный вопрос, сейчас покажу. 10 бит здесь нужны для поддержки HDR, которая здесь реально ощущается, несмотря на максимальную яркость во всего лишь 500 нит, что в SDR, что в HDR. Я проверял Радексом, что тут 500, что там 500. Максимальная яркость белого поля одинаковая. Но в реальных сценариях при включении HDR работает какая-то магия, и яркость с насыщенностью повышаются, что уже определенно лучше, чем ничего. И работает это даже при просмотре кино. Моему удивлению, не было предела. И с одной стороны, конечно, можно ржать с недо HDR на 500 нит. Но с другой стороны, согласитесь, для игр-то это тема. Ну а теперь самое главное. Тесты производительности. При работе от аккумулятора в тихом режиме процессор, по данным AID64, кушает максимум 46 Вт. Работу кулеров при этом почти не слышно, но ноут вообще-то включен. Подключаем питание, и в том же тихом режиме пиковое потребление процессора поднимается до 70 Вт, но быстро нормализуется на 55. Бирюзовый график — это скорость зарядки. Он тут просто для красоты, можно не смотреть. Кулеры все еще ведут себя прилично. Переключаемся в авторежим производительности, и процессор сразу же жмет газ в пол. 105 Вт в пике, потом сбрасывает до 97, но вентиляторы уже почти слышно. Однако шум тут скорее как от кондиционера в дорогом отеле, а не от пылесоса. AIDA видеокарту почти не нагружает, поэтому я нагрузил ее через OCCT. Работая, GPU тянет до 80 Вт, нормализуясь на 65, а процессору из-за лимита остается максимум 70 Вт. При этом шум от кулеров все еще довольно мягкий. С одной стороны, общий лимит на 130 Вт — это как-то маловато, да? Но с другой стороны, все-таки видеокарта и процессор редко долбятся в потолок одновременно. И поэтому, в принципе, лимит на 130 Вт вполне даже адекватный. Хотя от видеокарты все-таки, конечно, хотелось бы немножко большего. Вот самую капелюшечку. Если отключить капельницу, общий лимит понижается до 100 Вт. И хоть ты тресни, больше батарея просто не даст. Процессору при этом достается максимум 65 Вт, а видеокарте не более 55.
Ну и, наконец, в самом боевом режиме, доступном только при питании от сети, процессор, работая в одиночку, может жахнуть все 150 Вт, нормализуясь на 135. И на этом я, в принципе, закругляюсь с Oppo, и дальше снимать на него просто не могу. Вы наверняка уже забыли, что я снимал этот обзор на смартфоны. Где картинка была плохой, это был Vivo, а где картинка была очень плохой, это был Oppo. Логарифм просто игрушечный. Если в Vivas можно отключить всю смартфонную постобработку, которая картинку херит и дешевит, то на Oppo в родном приложении камеры, к сожалению, всего этого сделать нельзя. Наглядно показываю, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот смотрите, вот эта чистая картинка с Vivas. Смотрите, чистые буковки, чистые циферки, чистые линии, никакого мусора. Вот есть какой-то здесь такой артефактик, и здесь какой-то... А теперь смотрим на картинку с Oppo. Это вот что такое? Обводки какие-то, ореолы. Все еще любят обсирать Vivo, типа дорисовывает. Вот, дорисовывает. Шарпинг, постобработка. Это не нейросеть, это просто алгоритмы шумоподавления, которые типа должны сделать картинку круче. Но по факту они картинку херят. Вот этого всего не должно быть в исходном материале для серьезной какой-либо работы. И поэтому, собственно, логарифм с Vivo, вот он нормальный, а логарифм с Oppo игрушечный. И это мы еще даже не говорим о технических таких характеристиках, как там динамический диапазон. Здесь вообще все у Oppo очень плохо. Но при этом я понимаю, что эти все претензии касаются, ну, как бы продвинутых людей, которые снимают серьезные вещи на смартфон. Что такое вообще серьезные вещи на смартфон? Да, ну вот обзор, допустим, ноутбука, да, в YouTube. Все-таки, опять же, не голливудский продакшн, пойдет и так. Но, тем не менее, Oppo все-таки удел казуальных юзеров, которые будут снимать прям днем бытовуху какую-нибудь. 4 камеры лучше, чем 3 днем, да, спорить не буду. Вдаль немножко лучше зум. Авторежим на Oppo все-таки круче, чем на Vivas. Но при этом, если с Vivas все-таки можно выжать более-менее годную картинку, да, то Oppo все-таки нет. И даже если поставить сторонний софт, он не исправит все-таки слабые сенсоры второстепенные. Да, можно поставить Mac Pro 24 FPS, можно ковыряться во всех этих настройках. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот во всех этих настройках, которых здесь миллиард, нужно разбираться, если человек хочет все-таки освоить серьезную видеосъемку. Но в случае с Vivas это все не нужно, потому что в родном приложении камеры все сделано как для людей. И так как большинство людей будут пользоваться все-таки стоком, а здесь с ним не все гладко, все-таки логарифм на Oppo — это игрушка. И если я вас все еще не убедил, сейчас наглядно покажу, в чем именно заключаются проблемы логарифма на Oppo. Я этот ролик уже выкладывал у себя в телеграм-канал. Вот смотрите сейчас внимательно на вот этот вот стикер. Где-нибудь возьмем какой-нибудь, вот этот стикер, да, допустим. Смотрим на него внимательно. Сейчас у меня стоит дюймовый сенсор 1X и ISO 500. Но так как я хочу снимать более-менее профессиональное видео, мне нужно, чтобы не прыгала яркость во время видеосъемки. И чтобы добиться той же яркости, что была на ISO 500 в ручном режиме, мне приходится задирать до 6400. И посмотрите, все надписи со стикера пропали. Делаем авто, та же самая яркость, и надписи появляются. Это вообще что за приколы? Как вообще можно снимать видео всерьез, если мне приходится задирать ISO до 6400 или даже 5000, чтобы добиться той же самой яркости, что на ISO 640 или ISO 500 при авто ISO. И это у нас дюймовая матрица. Если мы переключаемся на 3X, давайте посмотрим вот на эти надписи, да? История повторяется. Вот на авто ISO у нас 320, чтобы добиться такой же яркости в ручном режиме, нам приходится задирать до 1600. И видите, белый превращается в серый. Вот эта вот белая надпись, как только мы ISO руками начинаем регулировать, все, у нас динамического диапазона не хватает, и белый превращается в серый. Это вообще прикол. И поэтому, к сожалению, Oppo не конкурент Vivas по видеосъемке в логарифме. Тут ни шумодав отключить нельзя, ни динамического диапазона нет. То есть здесь он просто дерьмический. Диапазон дерьма. Теперь продолжаем с Vivas. Если дать нагрузку на видяху, то процессор уступит 20-30 Вт, позволяя 50-70 брать до 95 Вт в пике и 80 стабильно. И вот тут кулеры уже начинают шуметь громко, но не забывайте, что это стресс-тест. В реальных задачах такой нагрузки не бывает. Совокупный лимит потребления в этом режиме около 200 Вт. Если видяха отъедает 80, то процессору остается примерно 115. Прям как семейный бюджет. Один купил себе видеокарту, а второму остается только на еду. Ну а дальше я пошел играть. Сначала Death Stranding. На моей старой пекарне он нормально шел только на минималках, а тут уже при Very High можно выжать 60-120 FPS. Правда, иногда подергивания все-таки были, так что комфортнее будет чуть снизить настройки. Да, обидно, но плавность важнее. В Red Dead Redemption 2 на ультрах FPS падает чуть ниже 60, но картинка остается играбельной, без каких-то там затыков. Для любителей, что ровно 60, придется опять чуть пожертвовать детализацией. Киберпук на дефолтных настройках выдал под 200 FPS. Я даже не сразу понял, что это не самые высокие настройки графики, если честно. А вот если включить трассировку лучей перегрузка, FPS упал ниже 60. Снова нужно меньше графония.
DLSS я попробовал впервые, и если честно, скажу, что зашло не очень. Когда у тебя 15 реальных FPS, а остальное дорисовывает нейросетка, это как будто сестра перекладывает картошку в твой борщ, пока ты не видишь. Лучше пускай будут честные 50-60 кадров, и уж их можно дорисовывать до 120-240. Потом прогнал Mount и Blade с 1000 борцов. На ультрах битва идет рвано, но стоит чуть снизить графику, и все снова становится чики-пуки. А вот моя любимая сборка Skyrim, SLMP-GR, почему-то на этом ноуте себя повела странно. Запускаться она, конечно, запустилась, но мышь замечать отказывалась. Играть толком не вышло, но с модами графоник на ультрах, конечно, классный. Хотя и тут на ультрах ниже 60 FPS. Однако самое главное открытие, которое я сделал в результате всех этих тестов, что здесь достаточно громкие динамики, чтобы можно было играть без наушников. Это реально. Когда кулеры тихие, а динамики достаточно громкие, это прям многое меняет. Не нужно прям с ног до головы обвешиваться всякими аксессуарами. Ты просто кладешь ноут на стол, подрубаешь его в розетку, кладешь мышку на стол, и все, пора катать. Это прям реально классно. Также я для референса прогнал Puget Benchmark. Но так как я это делаю впервые, мне пришлось после 2 дней тестов все-таки сделать эти бенчмарки в графике в PowerPoint. Поэтому если у вас есть идеи, как это сделать получше, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я в следующий раз сделаю более красивые графики. На Маке этот тест почему-то не запустился, поэтому в качестве контрольной точки здесь у меня моя старая пекарня. Полчаса мучений и 3400 очков, а дальше Легион в разных режимах. И вот тут интересный момент. В самом борзом режиме результат, конечно, выше, чем в авто, но максимум Photoshop показал именно в тихом режиме. Так что берите на заметку. Если будете работать в Photoshop на этом ноуте, то включайте тихий режим. При работе от батарей производительность немного падает, но фотошопом пользоваться все равно можно. Просто не дольше часа. С DaVinci Resolve все сильно интереснее. Мой MacBook на этот тест потратил 16 минут, а Legion в производительном режиме 8 минут и почти в 2 раза больше очков. Но вот без розетки результат падает почти до уровня моего старого MacBook. Только MacBook'и спокойно выдают 3-4 часа монтажа от одного заряда в автономном режиме. И да, конечно, мощность у этих самых Windows ноутбуков уже давно выше, но при этом ими пользоваться можно только у розетки, в то время как с Mac'ом вообще где угодно можно монтировать. На улице, в кафешке, в гостях, в поезде. То есть я реально с MacBook'ом путешествовал и монтировал в дороге, и это экономило мне время. То есть когда ты занимаешься работой, а не смотришь просто с опаской каждые 5 минут на уровень заряда, это прям реально располагает. Поэтому лично я пока что переходить на более мощные машинки, пока у них не будет такой же автономности, хотя бы такой же, как у Mac'ов, да, не планирую. По эргономике здесь все неоднозначно. Клавиатура в целом приятная. Лучше, чем у MacBook'ов, допустим, да? Но все еще хуже, чем у ThinkPad'ов. Вот чего-то просто не хватает. Послушайте, кстати, как она звучит. А вот тачпад откровенно слабый, хотя для игрового ноутбука это наверняка менее критично, чем такая себе клавиатура. Все равно придется пользоваться мышкой. С чем тут вообще не пожадничали, так это с набором портов. На правой грани тут и сетевой разъем, и 2 USB-A, и комбинированный разъем для гарнитуры. Слева у нас после фирменного разъема питания идет HDMI, 2 USB-C и еще один USB-A. 5 USB-портов в сумме. Это прям, очень щедро. Современные интерфейсы, такие как USB 4.0, позволяют подключить буквально одним шнурком целую кучу других гаджетов. У меня и KVM-свитч, и хаб, и микрофон DJI, и внешняя звуковая карта, и вот у меня там еще 2-терабайтный SSD-шник, и iPad. И все это подключено буквально одним проводом к Lenovo вместе со вторым монитором. То есть USB, HDMI тоже здесь работает. И это замечательно, позволяет целую кучу гаджетов подключать реально одним шнурком. И здорово, что технологии до такого дошли. Но софт немножко не поспевает. В частности, винда почему-то все еще вот так вот себя странно ведет при подключении второго монитора. Если у вас разные разрешения и диагонали, вот такие вот странные моменты будут. Мышка влетает в одно место, вылетает из другого. Это все не очень здорово. И я так понимаю, что большинство виндоюзеров никогда не видели другого и думаю, что это нормально. К сожалению, нет, это не нормально, бывает по-другому, но вместе с переходом на Mac, конечно, есть и свои другие подводные камни. В принципе, самое главное, что угловые размеры элементов интерфейса в принципе совпадают, несмотря на то, что здесь разные соотношения диагоналей и разрешений. Работать, в принципе, можно, в отличие от Lenovo T14P, у которого 3К свой экран. Там было все плохо, слишком мелко, слишком большое несовпадение. Здесь у нас 2К, и здесь у нас тоже на 27 дюймах 2К. Работать, в принципе, можно. Но есть, конечно, вот эти шероховатости. Можно попытаться там поиграть масштабом, можно выбрать 100% масштаб, но почему-то винда, даже если вы выберете 100% масштаб, вот эти вот элементы интерфейса станут меньше, то есть площади фактической станет больше. А вот здесь вот у нас винда все еще продолжает рисовать вот такую вот большую херовину, то есть прямоугольник монитора все еще больше
15-дюймового, чем у 27-дюймового. Можно, конечно, что-нибудь другое сделать, можно, вот, допустим, разрешение поменять. И это единственный способ добиться нормального вот этого вот соотношения. Вот смотрите, теперь мы ставим куда положено, вот так вот, вот сюда. Теперь у нас будет мышка переходить между мониторами, где положено. Это здорово, это удобно, так работать будет гораздо комфортнее. Но проблема в том, что теперь, так как мы поставили низкое разрешение, все шрифты будут с лесенками. И это просто кринжательно. Смотрите, какие-то странные контуры появились. Я даже с метра, сидя за ноутбуком, вот это все вижу, и это все просто некомфортно. Так работать, конечно же, нельзя. Нужно выставлять нормальное нативное разрешение. Идем обратно, выставляем 2560 на 1600, делаем комфортный масштаб в 150%. Все, теперь у нас нормальные шрифты, без всяких лесенок, смотреть можно без боли. Это нормально. Ну, просто будут вот такие вот несовпадения, если вы подключите второй монитор. Как бы мелочь, неприятно, но, в общем, у винды есть свои плюсы. Ну и второй недостаток этой Lenovo — это, как по мне, вебка. Я, конечно, понимаю, что никто в здравом уме не будет ожидать от игрового ноутбука хорошей автономности, но хотя бы, блин, на киношку сделали бы, чтобы хватало, в конце концов. Не хватает даже на 1,5-часовую киношку. И вебка. И опять же, я все понимаю, это игровой ноутбук, не ноутбук бизнес-класса, но ни детализации, ни цветопередачи. Единственное, конечно, более-менее нормальные микрофоны, но в конце концов хотелось бы хотя бы Full HD, а это 720p, ребята, 720p. Вот у меня сейчас в руках Xperia ZR, которая, по-моему, 2012 года выпуска. И, по-моему, у нее камера пишет видео лучше, чем вебка этого нового ноутбука. Вот еще раз, это Xperia, Lenovo. Вот, уровень с Lenovo, уровень со старой Xperia. Еще раз, я понимаю, что это игровой ноутбук, но, блин, ну хотя бы Full HD могли бы поставить, да? 720p, позорище. Ну и напоследок еще заглянем в BIOS, зажав при перезагрузке ноута клавишу F9, которая со звездочкой. На начальном экране можно выбрать загрузочное устройство, включить или отключить Legion Optimization, это авторазгон, ну и можно отказаться от автовыбора GPU и включить на постоянку интеграшку или дискретку. Языка здесь только два, английский и китайский. Чего-то прям необычного я тут не нашел, вполне стандартный BIOS для игрового ноутбука. В настройках производительности есть пара полезных опций, влияющих на разгон, но это далеко не то же самое, что на материнских картах настольных ПК, где можно сдавать руками вообще все вольтажи и частоты, причем иногда еще и для каждого канала и для разных температурных диапазонов по отдельности. Здесь ничего подобного, естественно, нет. В самом конце настроек производительности есть один заинтересовавший лично меня пункт Smart Power, включение которого, возможно, чуть улучшило бы автономность без ущерба для производительности, а во всем остальном больше ничего особенного. Вот такой вот незамысловатый BIOS. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что, как по мне, этот ноут действительно стоит своих денег. Конечно, на рынке есть аппараты с лучшим соотношением цена-производительность. То есть какие-нибудь мошенники, там, Мехрево, да, третьего эшелона производителей за те же самые деньги наверняка предложат некоторым покупателям 5080 или 5090 Ti даже, может быть. Но при этом, естественно, там будет большее тепловыделение, они, естественно, будут шуметь больше, там 100% не будет динамиков хотя бы такого уровня, не говоря уже о том, чтобы там были динамики получше, и, естественно, там не будет такого же хорошего экрана. И если с потребностью sRGB на игровых ноутбуках еще можно спорить, хотя YouTube все-таки не голливудский продакшн, я вот эти вот кадры прям на его экране сводил, и нормально получилось, то HDR — это, конечно, очень классно для игр, и попробовав Киберпанк, там, Mount & Blade в HDR, я прям впечатлился. Это реально здорово, когда у тебя некоторые участки кадра прям светятся ярче. Это классно для игр, это здорово. И поэтому, попробовав вот на таком экране поиграть, 240 Гц, это классно. И ни один ноутбук третьего эшелона за те же самые деньги не предложит именно в целом, как по мне, пользовательский опыт круче, потому что здесь довольно тихие кулеры, здесь классные динамики, и потребность в наушниках, она просто отпадает в большинстве случаев. Можно просто играть как вот прям так. Это здорово. И, конечно же, Lenovo — это не третий эшелон, поэтому ноутбук тактильно приятный, не прогибается клавиатура. Как по мне, классная машинка. Я очень доволен знакомством с этим ноутбуком. Еще раз спасибо спонсору обзора. И если вы хотите также поддержать мой канал, заказать какой-нибудь ноутбук или вообще что угодно, мы выкупаем с китайских площадок, или можем даже поехать к нужному производителю и оформить для вас дилерство. Обращайтесь по ссылочкам в описании. И не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю обо всем, что тестирую, задолго до того, как оно появляется в Ютубе. Поэтому, если хотите узнавать обо всех новостях раньше, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся в следующем ролике. Пока.